Ехали в Швецию. Ну что, мы в Швеции. Скажу вам, такого прохождения границы офигенно, я никогда не видел. Просто. Вот она, Швеция. То есть у нас просто спросили права, на секунду глянули паспорт, спросили, куда едем. Альпинисты, все, езжайте. Все. Просто все. Добро пожаловать в Швецию. Так, ну, шведский магазин. Я, честно говоря, думал, что он продуктовый. А это действительно маркет. Блин, подстава. Подстава. Хотя там все есть. Это тапки, шмапки. Фига типы. Хлебушек. Ну, кто не верил. На всякий случай. 3,7 евро. Так, ладно. Так, ну, меня радует, что квас здесь в 2 раза дешевле, чем в Норвегии. Да? Ну ладно, это мы не будем спорить, это надо за упаковочку. Да. Ну, до 2 раз. Там где-то меньше, но дешевле. Пивасик, да. Что у нас почем? О, фу. Да, вот это в 2 раза дешевле. И это в 2 раза дешевле. Фух. О, это зараз слушайте. Фух, спасибо. Я наконец-то пивка выпила. Так, шведский магазин. Пытаемся найти дешевый хлеб. А мы его таки нашли. Лепешечка. Ага, тут 3 лепешечки. Не пойму, ну что такое. О, 6 лепешечек. 2 евро. Да. Вот так. Так, водичка дешевле. 14 крон. Большая бутылочка. И почем дело? Это 22, но сказал дешевле, чем в Норвегии. Уже хорошо. И пивко дешевле. Фу, я спасен. Господи. Ой. Попробовали норвежскую рыбку. Я насколько не по рыбе, но я могу сказать, что да. Это очень вкусно. Ну-ка. Ты где? Рыбка уже пахнет. Так, сыр. 100 килограмм. 10, ну короче, десятка. Округлим. Сейчас погонимся. Фета 3-4 евро. Ага. Так, ну что, новая съемочка. Швеция. Это уже зона Евросоюза.
Норвегия в Евросоюз не входит, но она в зоне Шенгена. И в Евросоюзе нельзя стоять кемпингами, в палатках, вот в необорудованных местах, имеется в виду. Но мы встали на парковочку и попробуем, так как мы в машине ночуем, если нас никто оттуда ночью не взбудоражит и не выгонит. Вот. Так вот причал. Достаточно красивый. Ну что, мы переночевали в машине на парковке у озера, там, где сейчас вы видели, Коля играл на саксофоне, привлекая местных уток. Дальше поехали через основные узловые города Швеции в сторону паромной переправы между Швецией и Данией. Стоит отметить, что после Норвегии архитектура Швеции меня очень удивило, это было необычно. Они очень любят такой маленький коричневый кирпичик, из которого сделано подавляющее большинство зданий. И архитектура ихних костелов, церквей, и вот сейчас вы видите также красивые домики. Это, видимо, дань традициям. Она очень отличается от Норвегии. Норвежская архитектура, она немного другая. В Дании будет третья. Это уже отдельное видео будет по этому поводу. Ну, конечно, меня впечатлили паромы, которые идут из Швеции в Данию, из двух узловых городов. Хельсингборг — это Швеция, и паром переплывает в Данию, в город Хельсингер. Ну, а что из себя представляет паром, вот сейчас вы увидите. Это отдельный огромный плавучий город, там 3-4 этажа, наверное, лифты, какие-то кафешки, магазины внутри. Просто плавучий город. Я на таких еще не бывал. В Норвегии мы плавали на маленьких, а это прям огромная махина, которую я поснимал внутри все. Заезжаем на паром и направляемся в Данию. Мы проехали уже в Швецию. Так, ну переплываем пролив в Данию. Вот покажу вам, как выглядит паром шведский. Часть Швеции я снял, но немного на самом деле. Она более равнинная такая. Она ровненькая, домики чистенькие, ухоженные. Травка классная растет, там коровы чистые. Ну, в общем, круто. Ну вот, собственно, охереть. Господа, я попал опять в будущее. Охереть. Ребята, на пароме есть лифт. Давайте пройдемся немножко по парому. Винишко по 20 евро. Och sen är det 3, 4, 5 minuters promenad.
Второй этаж. Что там на втором этаже? Ой, какая красота. На втором этаже еще одна кафешка. Охренеть. Экскурсия по шведским туалетам. Ну, это надо снять. Прикольно, что? Какой-то замок. О, еще один. Магазин. Здание. Граница, да. Дания. Въезжаем. Чик. Столица Дании, город Копенгаген. Мы проехали его достаточно быстро, не останавливались возле каких-либо достопримечательностей, но проехали по центральным улицам. И архитектура Копенгагена удивила меня, наверное, больше всего на этом отрезке пути. Интереснее было только в Оденсе. В Копенгагене больше, как раз, чем в Швеции, преобладает архитектура из вот этого коричневого кирпичика и все такое какого-то замкового стиля. Видимо, дань традициям датчане очень любят или соблюдают, или архитектурные нормы у них такие, или им просто нравится. Очень сложные такие элементы фасадов, сделанные из вот этого, вот именно вот этого кирпичика, и все в основном идет в цветах либо коричневых, либо вот белых. В Норвегии все как-то более поярче, там и красные, и желтые домики есть, и черные, коричневые, но как-то по краскам все больше разнообразия. В Дании все-таки такой
замковый коричневый стиль присутствует абсолютно везде. Для меня это было непривычно. Конечно, в центре мы встретили очень красивые церкви, костелы, вот как сейчас вы видите на экране. Но и также присутствуют современные здания с стеклянными фасадами и рядышком какие-то замки 18 века, которые могут быть муниципальными зданиями, какими-то школами, вузами. Достаточно красиво, просто для меня это было, неожиданно. Сейчас вы видите огромный мост, называется Большой Бёльт. Он соединяет западную и восточную Данию. Строился в период с 1988 по 1998 год. Огроменный мост, просто я таких не видел еще. В общем, Скандинавия впечатлила масштабами своих паромов, фьордов, мостов и всей этой автодорожной водной инфраструктуры. Просто оставило огромное впечатление, и это мы еще не заехали в Алесунд, не смогли, и часть нескольких норвежских достопримечательностей не успели увидеть, но, как я говорил в предыдущих видео, основная цель наша была успеть в Оденсе к концерту Рамштайна, на который Коля купил билет. Это его любимая группа, и он всегда мечтал побывать на их концерте. И дальше вы увидите город Оденсе, который мне сразу напомнил сказки Андерсона, рисунки из его книжек, и оказалось, что он там именно и жил. Ну вот мы тут решили погулять по улочке города. Коля отправится на концерт Рамштайн тусить. Я тут где-нибудь пошарюсь. Очень необычно. На самом деле
После Скандинавии, Швеции. Швеция вообще другое, Дания вообще третий мир. Какой-то свой такой. Интересно. Какой... Вот это уже красиво. Так, ну, центр города Оденск. Электрокары, как обычно. Тихо, хорошо. Ну, это прикольно. Правда. Так, ну вот датский отдых. Народ сидит на лужайках, слушает музло, кто-то пьет пивко. Вон гуси Андерсона. Где-то он тут, Оля говорит, жил неподалеку. Так, ну это все датский квартал. У них все вот в таких коричневых кирпичиках. Все дома. Но в Копенгагене мне как-то показалось больше этих домов. Здесь тоже есть, но они как-то разбавлены. Вот, что это? Какой-то японский парк. Что это такое? Так, ну, концерт Рамштайна. Коля погнал. А я пойду погуляю по городу.
Так, ну я тут встретил друзей Нильса. Этьен и Бернард. Вроде французские. Хотя, да, не. Эй. Так. University Hospital. Вот как-то так. Ну, я даже готов тут пройти. Ох, мне непривычно вот эта датская архитектура. У них все из вот этого кирпичика коричневого. Ну, все очень чисто, конечно. Это прям, ну, поражает, я так скажу, мягко. Реально, ни бумажки. Сколько мы проехали с Норвегии, ну, там, где-то какие-то разовые, может. И то, я думаю, это приезжие свинтусы, которые в Осло есть. Встречали мы там некоторых, я думаю, это их раздел местные. Такого не делают и, видимо, очень любят чистоту. У них просто тут вообще ничего нет. Никакого мусора, ничего. Молодцы. Блин. Прям респект. О! Какой-то еще. Ну, под стиль каких-то замков. Вот здесь. Вот здесь. То что ж такое-то? Вот эти замки коричневые. У него, знаете, цвет. Цвет обычно. Везде этот коричневый кирпич. Везде просто. Но тут чуть получше. А вот в столице там прям все из него. Вообще вот такого, мне кажется, даже не найдешь. Так, ну слева это школа. Молодежь там тусуется. А справа вот эти вот домики. Но эти прикольные. Эти вот, мне нравится, что такие разные цвета. Красный, желтый. Вот так выглядит зона отдыха в Дании. Ну, молодежь себе в парке, точнее, тусуется. Мячик играет. Вельчики там. Очень много народу гоняет на велосипедах. Но в отличие от Осло, там все-таки они прям спортивные. Вот там на велике, если гонят, видно, что в основном с каким-то таким темпом очень хорошим. Мы вот с Колей гоняли, я взял велик в прокат, Коля на своем, и так нас нормально там сгревали. Мы, конечно, не сильно там куда-то торопились, но хорошо так люди раздают там и бегают с часами на результаты, все у них прям, ну, такой спортивный подход у норвегов. А в Дании все-таки более такой расслабончик. Вот пацаны местные пацаны сказали салам алейкум. Наверное, усекли, что я из Кыргызстана приехал. Еще прогуляюсь по зоне отдыха. Очень красиво. Вообще. Качельки. Вон взяли по крыхе. Сделать с них качели. Красавчики. И тут уже такой боевой детский тренажер. В песок не вылетели. О, там еще банда какая-то пернатых и какой-то красивый замок. Сейчас к нему подойдем. Ну, какой-то замок. Замки прям очень красивые. Чайка тусуется. Так, что же это такое? Церковь, ну понятно. Судя по рисуночкам, да,
Это церковь. Такая. Опять замок какой-то. Ты что будешь? Ну что, друзья, этим видео мы заканчиваем нашу поездку по Скандинавии. И в следующих видео мы поедем через Германию, Польшу, Чехию, Австрию, Швейцарию. И же приедем в Шамани. Следите за новыми выпусками. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, эти видео были вам интересны и, возможно, чем-то полезны. До новых встреч. Увидимся в следующих выпусках.